Вселенная 25. Так назывался знаменитый социальный эксперимент над мышами, который в 1972 году провел американский ученый-этолог Джон Келхун совместно с Национальным институтом психического здоровья National Institute of Mental Health. Почему для подобных экспериментов используются в основном грызуны? Спросите вы. Все очень просто. Во-первых, у них, согласно последним исследованиям, порядка 98% из известных генов совпадают с человеческими. А значит, биологические процессы мышей и людей схожи. Кроме того, получить большую популяцию грызунов легко и дешево. Они быстро плодятся, их жизненный цикл короток, следовательно, результат эксперимента можно увидеть достаточно быстро. Цели Национальный институт преследовал вполне практические. Например, понять критическую плотность населения, при которой в социуме начнет расти агрессия и возникнет стихийный бунт. Это важно, когда рассчитываешь оптимальную площадь, на которой содержатся заключенные, или плотность больных в клиниках. Вообще, тема лишних людей в годы послевоенного бэби-бума волновала многих, подпитывая интерес к апокалиптическим пророчествам гибели человечества в результате перенаселенности Земли. Впрочем, вопрос, а не слишком ли много нас на этой маленькой планете, до сих пор нет-нет, да и всплывает в научном и общественном дискурсе. Население Земли стремительно увеличивается, опустошая природные закрома планеты не хуже, чем грызуны-амбары. И это несмотря на то, что за пределами золотого миллиарда условия для существования большинства людей далеко не идеальны. А что будет, если все же создать такие идеальные условия и всем дать все, устроив своего рода коммунизм? Вот это и решил проверить на мышах Келхун. В эпоху Холодной войны эксперименты с коммунистическим раем носили еще и явно пропагандистский характер, поэтому времени и средств Джону предоставили ровно столько, сколько он попросил. Последнее исследование «Вселенная 25» принесло ученому такую славу, что с ним выразил желание лично познакомиться Папа Римский. Фотографии, где наместник Бога на земле пожимает руку создателю мышиного рая, с удовольствием тиражировала пресса 70-х годов. Завершающий эксперимент, как следует из названия, был 25-м по счету. Так же, как и все предыдущие, он закончился для мышиной вселенной апокалипсисом. Чтобы описать произошедшую катастрофу, ученый даже ввел специальный термин «поведенческая воронка» (behavioral sink), обозначающий переход к деструктивному и девиантному поведению в условиях перенаселения и скученности. Кроме того, Келхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. Первая смерть — это деградация естественных поведенческих паттернов, отказ от участия в социальной иерархии, от размножения, от защиты территории и потомства. За психологическим надломом потенциально активной части сообщества неминуемо следует вторая смерть — физическое вымирание всей популяции. Здесь, пожалуй, уместно будет провести параллель с другими исследованиями социального отчаяния среди 45-54-летних американцев, которое представляется симптомом распада современной системы капитализма. Складывается впечатление, что эксперименты 60-70-х годов с келхуновскими мышами были пророческими. Посмотрите, что происходит с цивилизованным обществом потребления. На фоне старения населения и отрицательной демографии большинство развитых стран сталкиваются с феноменом сексуальной рецессии, потерей молодежью интереса к интимным отношениям. Данные исследований говорят о том, что 23% американцев в возрасте от 18 до 29 лет в течение последнего года не имели ни одного полового контакта. Хуже всего с инстинктом размножения дела обстоят у японцев. В стране восходящего солнца девственниками являются 43% несостоящих в браке граждан. Возможно, история мышиного рая поможет нам понять, что же не так пошло с золотым миллиардом. Но действительно ли цивилизованное человечество желает знать горькую правду о себе? Интересно, что за последующие 48 лет ни у кого не возникло желания проверить полученные Келхуном результаты
и повторить опыт на другой технологической и научной базе. Вместе с тем, эксперимент хорошо известен и неоднократно описан в популярной литературе, хотя верифицированного полноценного перевода научной работы Келхуна на русский язык, кажется, до сих пор нет. Вкратце он состоял в следующем. В баке размером 2 на 2 и высотой 1,5 метра, из которого подопытным животным выбраться было никак невозможно, Келхун устроил принудительный мышиный рай с комфортной температурой, отсутствием инфекций, болезней и хищников. Вода и еда были в изобилии, так же, как и специально обустроенные многочисленные гнезда для самок. Рай мог прокормить одновременно 9500 и напоить 6144 мышей. Пространства для жизни было более чем достаточно. Однако максимальное число особей в популяции никогда не превышало 2200. Именно до такого числа размножились Адама и Евы, 4 пары мышей, которых поместили в этот Эдем. Каждые 55 дней число мышей удваивалось. На 315-й день темпы размножения замедлились. Когда популяция насчитывала 600 мышей, начала формироваться иерархия, возникла некая социальная жизнь. Появилась каста отверженных, молодых особей, которые сбивались в кучку в центре бака. Они периодически становились объектом агрессии со стороны авторитетов, которые в райских условиях жили долго и не спешили уступать молодым доступ к кормушкам и самкам. Отверженные впадали в тотальное отчаяние, переставали защищать себя, своих самок и свое потомство. Сперва их самки сами начали выполнять функции защиты, проявлять несвойственную им агрессию. Нередко жертвами матерей становились детеныши, которых они убивали. Намучившись, самки переставали рожать, впадали в апатию, забивались в дальние углы. Когда смертность выросла, а рождаемость упала, в популяции появились мыши, которых Келхун назвал «красивые». Они больше не боролись за самок и территорию, а только ели, пили, спали и до блеска начищали свои шкурки. В какой-то момент бездетные, красивые и самки-одиночки, отказавшиеся от размножения, стали большинством. Размер популяции стал сокращаться, хотя продолжительность жизни мыши в среднем выросла с 200 дней до 776. На 1780-й день эксперимента посреди изобилия еды, воды и пространства для жизни скончался последний обитатель мышиного рая. Когда результаты эксперимента были обнародованы, аналогии с возможной судьбой человечества напрашивались сами собой. Первые интерпретации дал сам Келхун, утверждавший, что стресс, нехватка чего-то — необходимые условия для жизни и развития человеческого вида. Под давлением человек учится выживать, его поведение усложняется. В противном случае у него нет повода для креатива и волевых усилий. Это смерть духа. За упрощением поведенческой стратегии, основанной на избегании вызовов, следует и вторая — физическая смерть. Условия проведения эксперимента «Вселенная-25» впоследствии неоднократно критиковались. Критики находили в исследовании много уязвимых мест. Начиная от сомнительного качества биологического материала и заканчивая закрытым пространством, оторванным от естественной природной среды. В пример приводились завезенные в Австралию кролики, которые в открытой экосистеме не просто не вымерли, а расплодились в невероятных количествах. Келхуну указывали на то, что он создал скорее не рай, а продвинутую высокотехнологичную тюрьму с неограниченными возможностями потребления. Впрочем, этот упрек в конечном счете скорее свидетельствует в пользу Келхуна. Его райский бак был сделан из, как бы сейчас сказали, неэкологичных материалов. Хотя еще в 1785 году итальянский ученый Гордини провел ряд опытов, доказавших отрицательное воздействие на живое материалов, экранирующих естественные электрические поля. Но разве не в такую же искусственную среду помещено сегодня население городов, обитающее в райских баках квартир и офисов, сделанных из пластмассы, нержавейки, стекла, бетона? Очевидно, что современная городская цивилизация является не менее искусственной, ограничивающей
и во многом демотивирующей средой. Сегодня одновременно набирают большую популярность идеи гарантированного базового дохода и общества контроля, возможности которого существенно расширили новые цифровые и информационные технологии. Не приведут ли они человечество к тому же итогу, что и райская тюрьма мышей Келхуна? Только ли одни плюсы несет нам рост потребления и продолжительности жизни, развитие робототехники, медицины и биотехнологий? Эксперимент с мышиной вселенной показал, что изолированная среда, где нет вирусов, где тепло и хорошо кормят, меняет коллективное сознание не в лучшую сторону. Неплохо бы помнить об этом, усиливая искусственные ограничения и изоляцию под предлогом борьбы с эпидемией. Потому что у любого искажения естественных поведенческих паттернов, каким бы благовидным ни был предлог, есть своя и, как правило, фатальная цена. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.